Всем доброго здравия, с вами Денис Минин, и сегодня мы разберем мой продуктовый портфель и какой примерно рацион питания у меня на завтрак, обед и ужин. Поехали! Свою жизнь я не представляю без фруктов. И часто я себя даже называю фруктарианец, потому что фрукты занимают очень большую значимость в моей жизни. Я очень много потребляю яблок. Почему я начал именно с них? Потому что они как раз-то являются кладезем здоровья, омоложения. Недаром называют молодильные яблочки. Яблоки я потребляю целиком. А что значит целиком? Я не очищаю шкурку, потому что самое полезное содержится именно в них. Яблоки я даже съедаю вместе с огрызком, потому что оболочка содержит венечки, которые являются освободителем нашего кишечника. И даже семя яблока содержит очень классные нутриенты, тем более йод. Йод защищает щитовидную железу и способствует работе головного мозга. Поэтому яблоки мы хорошо моем теплой водой, чтобы смыть глицерин, который делает их ярко блестящими. А если яблочки с вашего огорода или сада, то их так мыть не нужно горячей водой, потому что они полезны, не обработаны пестицидом, не обработаны глицерином, и они наиболее приемлемы для вас. Также очень важным нутриентом в яблоках является пектин, без которого наше тело просто не может жить. Следующий фрукт, который я использую в своем рационе питания, это бананы, хотя биологически правильно это называть ягодами. Бананы очень богаты калием, который способствует хорошей работе сердечно-сосудистой системы и в целом работе нашего сердца. Ну а когда я употребляю в своем рационе питания виноград, у меня поднимается достаточное количество окиси азота в крови, что способствует предотвращению тромбов. Особенно в наше время это важно для людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Напомню, что это пункт номер 1, занимающий первое место по смертности в мире. Виноград я обязательно употребляю вместе с косточкой и шкуркой, в которых как раз-то содержится наибольшее количество нутриентов, чем в самом соке винограда. Достаточное количество клетчатки в своем организме я могу получить лишь только тогда, когда употребляю огромное количество овощей. Без них человек жить просто не может. В моем рационе питания это морковка, тыква, буряк, картофель, но картофель лучше заменять бататом. Это, конечно же, огромное количество зелени. Зелень у меня стоит в овощах на первом месте, потому что огромное количество хлорофилла, которая как раз-то и способствует противораковым заболеваниям, которая препятствует старению и в целом омолаживает наш организм. Основные нутриенты для человека – это белки, жиры и углеводы. И когда мы вспоминаем об углеводах, сразу вспоминаем крупы, цельнозерновые. В моем рационе питания огромное количество каш. Я их стараюсь есть не денатурированные, то есть с минимальной термической обработкой. В утреннее время на завтрак я употребляю гречку. Я ее замачиваю с вечера, на утро довел до кипения или максимум до 90 градусов, выключил, настоялась 15 минут, и она уже мягкая, разваристая, рассыпчатая, очень вкусная каша. Также я употребляю пшено. Пшено – это солнечная каша, потому что она желтенькая и содержит огромное количество калия, также для сердечно-сосудистой системы. Следующая крупа, которую я употребляю, особенно в обеденное время, это рис. Но все мы рис не можем есть просто так, потому что не всегда вкусно, иногда даже пресно. Рекомендую ризотто. Маленький лайфхак, очень быстро как приготовить его. На сковородку небольшое количество натурального сливочного масла. Перемешиваем с промытым рисом, добавляем немного жидкости, пропариваем под крышечкой и добавляем небольшое количество сыра, либо голландского, либо пармезана и немного овощей. Пропариваем еще 3-4 минуты, настаиваем и едим замечательное блюдо. Дальше это такая крупа, как перловка. Но вы ее не любите, потому что она также для вас очень пресна. Но если вы сделаете из нее перлотта, это также новомодное блюдо, но поверьте мне, не менее вкусное. Мне оно даже больше нравится, чем ризотто. Технология приготовления точно такая же. Вы просто попробуйте, вы будете удивлены и забудете навсегда о ризотто. Заканчивая про углеводы, я перехожу к строительному материалу своего организма. Это белки, разновидности аминокислот, которые я получаю благодаря, например, тем же бобовым, или орехам, или семенам.
разберем чуть-чуть поподробнее. Например, если мы говорим об бобовых, в моем рационе питания приемлема оранжевая чечевица, потому что ее не нужно практически денатурировать, потому что достаточно только запарить в водичке и употреблять очень вкусную, полезную, насыщенную белками пищу. Далее это разновидности орехов. Это грецкий орех, потому что он способствует работе головного мозга. Кстати, обратили внимание, ядро ореха даже напоминает строение головного мозга. И если мы говорим о семенах, это, конечно же, семена льна, семена амаранта, семена чиа, подсолнуха и, конечно же, тыквенное семя, которое я часто добавляю в завтраки. Когда в начале видео я упоминал о фруктах, я не до конца упомянул ягоды. Ягоды, конечно же, это сезонный продукт, который в большей степени можно употреблять летом, если вы, конечно же, не замораживаете их в морозилке на зимний период. Но как же быть, если вы не можете жить без этих продуктов? Конечно же, это сухофрукты, которые спасают нас. Это курага, инжир, финик, изюм. Очень сладко, энергетически насыщенно, очень полезно. Главное правильно их употреблять. Сухофрукты мы обязательно промываем под теплой проточной водой. Следующее – это достаточный прием жидкости в моем организме. Воду я пью регулярно, тем более занимаясь постоянно физическими нагрузками, а у меня каждый день практически тренировки, мне нужно возобновлять водный баланс в организме. Воду я пью чаще, чем чай и кофе. Кофе в моем рационе питания может быть буквально раз в месяц, когда определенный купаж кофе, хорошая интересная заварка или новый сорт кофе в каком-нибудь классном новом месте. Чаи я не употребляю, которые продаются в магазинах в виде пакетика и так называемого мусора. Я употребляю травяные настои. Это мелиса, ромашка, зверобой и другие виды трав, которые имеют успокаивающее свойство или наоборот энергетически возвышающее. Поэтому все зависит от времени суток. Но в большей степени для меня чаи – это времяпрепровождение в кругу друзей или родных в семье. Ну и как я вам обещал в начале видеоролика, разберем мой рацион питания завтрака, обеда и ужина. Завтрак я начинаю с цельного овса. Не плющенной овсянки, которая не имеет никакого смысла, а овсяная крупа грубого помола, цельного зерна, которое я запариваю с тыквой. Тыква – это вообще богатый продукт на каротин, которого, кстати говоря, в 5 раз больше, чем в морковке. Тыкву я не жарю и ни в коем случае не вывариваю в воде. Есть два способа приготовления. Это только пароварка или же запечь в духовке. Но так, чтобы она была немножечко хрустящая. Ни в коем случае не мякиш. Смешивая овсяную крупу с небольшим количеством тыквы и добавляя туда грецкие орехи или другие их разновидности, я добавляю в остывшую кашу небольшое количество меда. Это идеальный завтрак для любого человека. От завтрака мы переходим к обеду, и так как я занимаюсь серьезными физическими нагрузками, как вы помните, мне необходимо большое количество белка. Белок я получаю из запаренной оранжевой чечевицы, которую я смешиваю с перепелиными яйцами. Перепелиные яйца я добавляю в самом конце, чтобы они немного были сварены, или же вместо них отдельно варю в смятку 2, максимум 3 куриных яйца. Но обязательно не в магазинах, а исключительно домашних. В своем рационе питания я не использую мясные продукты. Мясо я в принципе не ем, но ем яйца, так как это для меня основной источник альбумина. Это очень ценных и быстрых белков. От обеда, переходя к ужину, для меня это может быть молочные продукты. Например, домашний творог, который я перемешиваю с небольшим количеством меда, чтобы было вкусно, так как я еще и сладкоежка, и добавляю горсть или максимум 2 ягод. Это может быть черника, малина, клубника или в замороженном виде, если это в зимний период времени. Для меня это является идеальным ужином, а тем более, если еще в конце добавлю натуральный йогурт без добавок, без крахмалов и без сахаров. С вами был Денис Минин. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал и главное, пишем комментарии, какие бы вы хотели разобрать последующие темы в наших видеороликах. До встречи, пока!